Всем привет, дорогие зрители, подписчики, а также гости моего канала. Я сегодня хочу рассказать про обрезку виноградного растения. Необходимость проводить ежегодную обрезку виноградного растения заключается в том, что виноградное растение способно закладывать большее количество плодовых почек, побегов, также урожая, нежели она способна обеспечить питанием. Если на взрослом плодоносящем винограднике оставить куст без обрезки, то в первый же год будет наблюдаться значительное измельчение ягод винограда. В последующем, через 2-3 года, виноградное растение приобретет свою дикую форму. Искусство обрезки заключается в том, чтобы поймать этот баланс между способностью плодоносить и ростом побегов. Если при обрезке оставить большее количество плодоносных почек, чтобы было больше побегов, то заметно уменьшится рост побегов, также будет увеличено количество урожая. Мы при помощи обрезки делаем баланс, чтобы и рост виноградного растения сохранялся, и было оптимальное количество урожая. Также виноградное растение делают обрезку на короткую, это, условно говоря, оставляет 2-3 почки, это считается короткая обрезка. Бывает средняя 5-7 почек, бывает длинная 10-12. Это зависит от характерных способностей каждого виноградного сорта. То есть способность плодоносить из первых со вторых почек. Я при обрезке оставляю в 3-4-кратный запас плодовых почек. Это сделано таким образом, чтобы при зимних морозах и также при весенних возвратных заморозках, чтобы наши почки не вымерзли, чтобы было при первой зеленой обломке было из чего выбрать. Окончательную нагрузку оставляю при первой зеленой обломке. О том, как проводить первую нормировку с зелеными побегами, у меня есть на канале видео, я ссылочку рядом выложу. Надземная часть куста состоит из многолетних рукавов и однолетних лоз. Виноградное растение способно давать хороший урожай из побегов, которые развились в прошлом году, то есть из однолетних побегов. Также в данном случае видим, у меня двухплоскостная шпалера, кусты посажены в расстоянии 3 метра друг от друга. На каждый куст я при первой зеленой обломке оставляю 32-36 побегов, то есть чтобы между каждыми побегами было расстояние приблизительно 12-15 сантиметров. Но опять же, я повторяюсь, я оставляю в 3-4 раза больше плодовых почек, но окончательную нагрузку я делаю при первой зеленой обломке. Также при выборе на плодоношение из побегов оставляем побеги, которые развились как можно ближе к многолетним рукавам. В данном случае смотрим, этот побег расположен как можно ближе, хорошо развит, мы его оставляем. Остальную часть вот таким вот образом мы обрезаем и убираем. Так, видим второй рукав, у него первая почка, здесь оставили на сучок замещения, чтобы рукав у нас не удлинялся. Здесь на будущий год мы выведем на плодоношение хорошую побег. Здесь видим хороший побег, который развился как можно ближе. Оставляем его на плодоношение. Остальную часть отрезаем. Смотрим у соседнего куста побеги, которые расположены ближе. Видим, вот побег, хорошо он отсюда вышел. Мы его оставляем. Режем не за подлицо, оставляем небольшой пенечек. Так, эти побеги нам не нужны. Ну, если взять по-простому, то 90% побегов при обрезке убирается. Так, на этом побеге видим первая лоза, которая вышла как можно ближе к основанию. Вот этот побег, остальную часть точно так же убираем. Вот таким вот образом убирается. Также на этом рукаве видим первый побег, который развелся здесь к основанию. Вот это все обрезается, убирается. Давайте
я вам покажу пример, как развивается каждый год побеги. Видим многолетний рукав, он служит нам для запаса питательных веществ. Чем толще и больше многолетние рукава, тем больше запас питательных веществ, тем лучше виноградный куст развивается. Видим первый побег, который здесь развился. Здесь вот видим место обрезки. В последующем побеги, которые были расположены как можно ближе к основанию куста, они оставались. Рукав имеет свойство удлиняться, поэтому мы оставляем побеги, которые развились как можно ближе к многолетним рукавам. Видим в данном случае, вот он побег и здесь побег. Я таким вот образом провожу обрезку, чтобы не занимать ваше время. Я проведу обрезку за кадром и рядом в уголочке видео выложу окончательный результат, как будет выглядеть. В данном случае это многорукавная формировка со смещенной зоной плодоношения. О других формировках на короткие сучки замещения, также как проводить обрезку на арке, я покажу в других видеороликах. Всем пока, до новых видео.